Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в динамике позиции SOT FTSE и другие индикаторы, которые будут влиять на следующей неделе на движение в рынках. Так, давайте возьмем календарик. Смотрите, здесь есть два момента, которые достаточно существенные. Первый момент — это число активных буровых установок от Baker Hughes. Оно начало несколько стагнировать. Странная ситуация. Нефть растет, а количество буровых оно стагнирует. Также есть еще один показатель, который достаточно тесно связан с нефтью. Это индекс деловой активности без учета сезонных колебаний IWA, Канада. Но Канада, она достаточно существенно связана с нефтью. И, соответственно, все, что там происходит, по крайней мере на текущем этапе, оно достаточно плотно взаимосвязано с ценами и с потребностью в нефти. То есть вот здесь уже, видимо, опережающий индикатор, вот эти два, по поводу того, что цена на нефть либо в боковике будет продолжать находиться, либо начнет корректироваться. Так, друзья, далее давайте посмотрим. Самолеты не летают активно, поэтому на алюминий спрос не растет. Тревожно то, что по нефти начали лонги спекулянты резать. Обращаю внимание, что вот эти позиции, на которые я ориентируюсь, это либо на инвестинге, если он верно дает информацию, либо на других ресурсах, это позиции американских спекулянтов во фьючерсах. Это именно non-commerce, то есть так называемые спекулянты. Я не принимаю решения, опираясь на то, что делают крупные игроки, как правило. То есть я справочно рассматриваю, но для меня именно существенный показатель, что делают американские спекулянты. Не значит, что они всегда бывают правы, всегда попадают в цель. Иногда возникает раскорреляция, поскольку, вообще сам по себе рынок, он сложен. И мотивация, потребности участников рынка, они могут быть разными, и они со временем могут меняться. Кто-то делает ставку на то, чтобы актив купить, либо зашортить для того, чтобы заработать. Кто-то это делает для того, чтобы не потерять деньги. И иногда это перетасовывается, потому что игроки, они меняют свою тактику и меняют нахождение в различных активах. Так, но при этом у нас пошел рост по нефти. То есть, видите, здесь есть некая диспропорция. Канада немножко притормозила, количество активных буровых не выросло на этой неделе, но при этом в нефти наблюдается рост позиций, то есть ждут, что по нефти восхождение будет продолжаться. Но мой прогноз такой, что с учетом автомобильного сезона, возможно, будет 75, возможно, даже задерг на 94. Но то, что касается движения цен на нефть летом, то есть здесь, скорее всего, будет консолидация в районе достигнутых значений. То есть диапазон 60-70 долларов за баррель. Было бы, конечно, хорошо, если бы она ушла на 100. И такое краткосрочно возможно, но не на 100, на 94. Но я не думаю, что это долго продлится. Здесь сейчас идет активный рост инфляции и издержек, я о ней неоднократно говорил. Дело в том, что цены на нефть — это фактор номер один в инфляции и издержек, потому что все остальное, как ни крути, оно строится именно на нефти. Потому что с ценами на нефть связано то, что происходит с энергетикой, то, что с ценами на газ. И здесь получается все зациклено на нефти, как ни брось. И, конечно, по меди то, что идет выход из лонговых позиций, указывает на то, что мировая экономика, она переходит в консолидацию. То есть такого бурного роста нету. А если бурного роста нету, это так или иначе приводит к откатам на фондовом рынке. Вопрос только, в какой форме сейчас это произойдет и как долго это продлится. Так, друзья, что тут у нас? По нефти, получается, ждут дальнейшего роста. Итак, друзья, переходя к нефти, недельный таймфрейм Brent. Обращаю внимание, что там позиция, она, соответственно, по WTI, но здесь никакой принципиальной разницы нету, поскольку и то, оно используется как топливо и для химии. Там есть небольшая разница в ценах, но чаще всего американцы делают WTI дешевле для того, чтобы иметь конкурентное преимущество. Итак, все, по нефтяному графику, по графику нефти, недельный таймфрейм, мы как раз подошли к такому диапазону, когда у нас предстоит попробовать 75-75,5 взять вот этот диапазон.
Если этот диапазон на объеме в ближайшее время будет пробит, то по нефти нас ждет сразу же импульс движения, цель которого будет 85,5-86. Вот сюда, вот к этим значениям. Но это значение может быть не пробито, и тогда здесь возникнет у нас коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование 64-64,5. Судя по той динамике, по той силе, которая идет в нефти, я думаю, все-таки более вероятно, что будет задерка движения на 75,5. Дальше мы с вами посмотрим, как будут развиваться события, но сейчас есть и основания полагать, что именно американские спекулянты и вообще рынок делает ставку на то, что движение по нефти вверх, оно продолжится на следующей неделе. Дальше посмотрим диспозицию, но пока как бы приходит на ум только такое движение. Ну и соответственно здесь критичный уровень 64-64,5. Если он пробивается, то по нефти мы начинаем высаживаться и можем значительно упасть. Так, друзья, далее золото. По золоту здесь есть некая стагнация. Но с другой стороны, золото оно достаточно хорошо отскочило, и оно должно немножко поколебаться. Ну и по золоту мы попозже тогда отдельно разберем. Там золото, серебро, это в общем-то отдельная тема для разговора. Так, далее то, что касается индексов американских, это NASDAQ, S&P 500. Давайте мы сейчас на другой ресурс перейдем и там все это посмотрим. Так, друзья, начнем с S&P. Здесь американские спекулянты не делают никакой ставки на то, что будет коррекционный откат. Да, уже как бы, что называется, летний зной начинает давить на позиции, и вполне как бы естественно был бы заход на 4000, но на текущий момент делают ставку на то, что предстоящая неделя несет в себе либо боковик, либо переписывание нового исторического максимума. Но если переходить на график, здесь де-факто идет ситуация, когда поджатие к максимальному значению, которое должно привести по логике вещей к пробою и движению наверх. Куда наверх? Ну, первая цель, которая напрашивается, 4500. На текущий момент наступило лето, летом активность падает, как ни крути. И здесь в наибольшей степени приходит на ум движение вот в этом боковике. Так, друзья, далее NASDAQ. NASDAQ берем мини. А вот высокотехнологичный сектор США на него ставку не делает. То есть здесь спекулянты видят либо просадку, либо нахождение на достигнутых значениях. Но опять же, я вот в меньшей степени ориентируюсь на NASDAQ, я практически на него не смотрю. Для меня главное то, что происходит в S&P. Итак, по NASDAQ ожидание, что здесь будет либо боковик, либо, возможно, будет попытка скорректироваться на предстоящей неделе. Но это то, что касается высокотехнологического сектора. Так, друзья, далее канадский доллар. Канадский доллар, ставка на то, что он продолжит свой рост к американцу. Но если рассматривать недельный график, здесь уже наметилась либо консолидация, либо попытка немножко откатиться. Так, друзья, далее доллар-евро. Это самое, можно сказать, главное. S&P и доллар-евро, но еще нефть. Здесь ситуация такова, что напрашивается движение на 1,2. То есть откат, продолжение отката по евро-доллару. Если рассматривать позиции американских спекулянтов, они такую точку зрения не разделяют. И они делают ставку на то, что евро продолжит расти. И, соответственно, для того, чтобы произошла серьезная высадка и обвал в паре евро-доллар, они должны, по идее, сначала дойти до вот этих вот значений 200 тысяч, и потом уже отсюда по логике вещей должно развиться сильное коррекционное движение вниз. Это если рассматривать динамику изменения позиций. Вот. На текущий момент здесь напрашивается коррекционный откат, но этот коррекционный откат, я думаю, не факт, что он будет реализован. То есть здесь, я думаю, на предстоящей неделе рулить будут спекулянты американские. Ну, может быть, будет откатик на 1,2150, 21,48. Потом наиболее вероятно будут откупать и либо гонять вот в этом диапазоне, либо ввести доллар-евро на 1,23. Да, на недельках здесь намечается коррекционное движение вниз, но есть определенные факторы, которые указывают на то, что высока вероятность того, что евро-доллар удержится в этом диапазоне, либо даже пойдет выше. И эти факторы, они имеют место быть помимо того, как меняют свои позиции американские спекулянты.
Так, друзья, далее японская иена. Японская иена очень интересна, может быть, на следующей неделе, потому что по ней спекулянты сокращают шорты, то есть она весьма вероятно будет укрепляться к доллару. И если рассматривать недельные графики, вот это движение в японской иена доллар, оно еще пока не до конца реализовано. То есть сходить бы ей где-то на 9,05-9,04, вот сюда вот. Но это обратная котировка, ну, точнее не обратная, как это сказать, количество просто иен за 1 американский доллар. Так, швейцарский франк, здесь ставка на укрепление. Но с моей точки зрения, эта валюта очень специфическая, и я бы ее не трогал. Так, индекс доллара. Вот по индексу доллара идет слабое превращение лонгов. Если ориентироваться на недельный график, то в ближайшее время индекс доллара грозится пойти наверх. Это немножко не коррелирует с той картиной, которая наблюдается в евро-долларе. Но с моей точки зрения, вот этот рост индекса доллара, он должен произойти несколько попозже. Далее биткоин. По биткоину идет сокращение шортов. Природный газ. Здесь идет наращивание шортов американскими спекулянтами. Но здесь как раз вот ситуация по природному газу, она в большей степени указывает на то, что по нему сейчас либо боковик, либо снижение. Летний сезон никто не отменял. То, что там хранилище не заполнено и нужно заполнять, ну это, конечно, вопрос отдельный. Но я думаю, по природному газу мы детально в понедельник ситуацию разберем, потому что там надо посмотреть, как произойдет открытие. По серебру сокращают лонги и, соответственно, ждут отката цен на серебро. Так, друзья, ну вот по серебру, если на соты ориентироваться, то по серебру, скорее всего, будет откат. Ну, в лучшем случае боковик, но на текущую неделю наиболее вероятно все-таки нахождение в боковике, либо тестирование нижней границы. Вот здесь по серебру очень интересная ситуация. Если 27, 25, 27 будет коротенький удар и потом возврат вот сюда, вот в район 27,5-28, то в этой ситуации весьма вероятна обратная картина, когда разовьется движение на 29,30. Но сейчас вот то, что происходит снижение и то, как выглядит график на недельных таймфреймах, в наибольшей степени указывает либо на боковик, либо попытку скорректироваться по серебру и коротенький задерг сделать в районе 27. Палладий. Здесь ставка на рост, но это очень хорошо для норильского никеля. Платина. Ну здесь повторение движения по палладию, но в первый момент, когда, допустим, палладий начинает корректироваться, платина может расти. Здесь, я думаю, движение будет синхронно, и по платине, ну, здесь есть все перспективы на предстоящей неделе сходить на 1240. Так, друзья, далее рубль. По рублю здесь увязли мы в боковике. Ну, скажем, если рассматривать историческую перспективу, мы должны сейчас либо в боковике в доллар-рубль находиться, либо рубль еще будет укрепляться. Здесь есть существенная привязка к ценам на нефть, как ни крути. Ну, на текущий момент, я думаю, все-таки мы 71,5, возможно, на предстоящей неделе на растущей нефти потестим. Это может быть короткое движение и потом возврат к текущим значениям доллар-рубль. Так, друзья, далее давайте по фьючам пробежимся, что тут происходит. По РТС ставка на боковик в понедельник. Сбер, здесь тоже ставка на боковик, либо на коррекционный откат. Не хочет пока он закрывать гэп. ВТБ, здесь тоже ставка на коррекционный откат, даже в значительно большей степени, чем на боковик. Газпром, ставка на то, что Газпром будет корректироваться в понедельник. Сишечка, рубль-доллар, ставка на то, что доллар укрепится к рублю в понедельник. Евро-доллар, ставка на рост евро против доллара. Ну вот уже диссонанс. Вроде евро-доллар растет, а рубль к доллару ослабляется. Евро-рубль здесь боковик. Ну, опять же, то есть получается раскорреляция. То есть доллар к рублю укрепляется, евро-доллар растет. Вот, ну, посмотрим, какое будет открытие в понедельник. Пока как бы я все-таки склоняюсь к тому, что доллар к рублю должен укрепиться, а остальное посмотрим. Нефть. Здесь ставка на то, что нефть продолжит свой рост. Золото, ставка на продолжение роста. На продолжение отскока, и, наверное, в понедельник 1900 будет. Серебро, здесь очень хорошая ставка на отскок, очень хорошая. То есть, наверное, в понедельник с утра мы увидим
очень позитивную динамику по серебру, движение на 28,5 вопреки тем данным, которые отображаются по сотам. Но оставшаяся неделя под вопросом. Там как бы все указывает на то, что серебро должно потестить низы 27, 27, 25. Так, друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание, хороших выходных. Набирайте сил и в бой в понедельник.